Всем привет! В этом видео покажу рецепт гибкого бисквита, который я готовила для обтягивания торта. В моем торте это было не классическое использование японского бисквита, а вообще таким бисквитом оформляют торты снаружи, полностью или частично укрывая им торт. Японский бисквит имеет мелкопористую структуру, он очень вкусный и сочетается с любым кремом. Итак, для бисквита размером 30 на 40 см и толщиной немного больше 1 см понадобятся такие продукты. Яиц здесь всего 7 штук первой категории, 6 из них я разделила на желтки и белки. В посуду с толстым дном отправляю молоко и сливочное масло. Нагрев сильный. Постепенно масло растопится. Довожу молоко с маслом почти до кипения и снимаю кастрюлю с плиты. Просеиваю сюда сразу всю муку и лопаткой вымешиваю, пока продукты полностью не объединятся. Теперь возвращаю заварную основу на плиту и еще около 2 минут прогреваю тесто, постоянно вымешивая его лопаткой. Снимаю кастрюльку с плиты, заварную основу перекладываю в другую посуду и пока отставляю в сторону, пусть остывает. Тем временем начинаю взбивать белки. Когда появится пена, добавляю небольшими порциями сахар и взбиваю белки до устойчивого состояния. За это время заварная основа уже немного остыла. Добавляю в основу целое яйцо, объединяю их с помощью миксера. Затем по одному добавляю все желтки и взбиваю массу. По мере вмешивания желтков масса будет становиться все более тягучей и плотной. Теперь нужно объединить эту массу со взбитыми белками. Делаю это небольшими порциями. Первую порцию белков просто вмешиваю в заварную основу втирающими движениями. Остальные порции белка уже вмешиваю аккуратно, движение снизу вверх и стараюсь не потерять пышность белка. Конечно же, слишком долго не стоит вымешивать, чтобы белки не осели. Если бисквит должен быть цветным, то вместе с белками на этом этапе нужно добавить пищевой краситель. Этот бисквит я не окрашивала. Тесто готово, выпекать его можно на силиконовом коврике или на силиконизированном пергаменте. Выливаю тесто на пергамент и разравниваю его спатулой. Выпекается японский бисквит 10-12 минут при 170 градусах. Сразу после того, как достали готовый бисквит из духовки, накройте его пергаментом и прижмите пергамент полотенцем. Пергамент прилипнет к бисквиту, и после полного остывания можно будет снять пергамент вместе с верхним слоем бисквита. В итоге получаем бархатистую, мелкопористую поверхность бисквита. В моей духовке все и всегда горит по центру, я с этим уже смирилась и приловчилась с ней работать. Если есть румяные фрагменты, то с них верхний слой можно просто скатать руками. Сейчас я этого не буду делать до конца, в этом нет необходимости. Переворачиваю бисквит и тоже снимаю пергамент. Обычно из такого бисквита вырезают полосы нужного размера и ими декорируют торт. Бисквит получается гибким. К торту этот декор крепят на любой плотный крем, например, на масляный. Бисквит не нуждается в пропитке, он влажный, и также он не нуждается в стабилизации. Его можно использовать сразу после приготовления. Японский бисквит можно приготовить заранее и хранить в холодильнике, завернутым в пленку. Как я уже говорила, в моем торте бисквит был использован не классическим способом, он помог мне достроить нужные формы торта.
Видео с этим оформлением вы можете посмотреть по ссылке в описании. На этом все. Благодарю за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!